Друзья, всем привет! Продолжается строительство дома 50 квадратов. Друзья, немножко хочу рассказать вам по ценообразованию стоимости кладки кубического метра керамзитоблока. Вот представьте, у меня здесь 26 кубов. Ну, приблизительно я насчитал. Ну и куплено у меня здесь 26 кубов. Представьте, 1400 за куб. Да? Средняя цена здесь у нас в городе. 1500. Сделать кладку всего моего дома, если это все перемножить, 1500 на 26, 40 тысяч рублей, ребята. 40 тысяч рублей. Я работаю уже неделю. Да, ровно неделю я уже занимаюсь кладкой. Ну, куда-то я там отъезжал, да, уезжал. Но работаю не по 8 часов, там по 10-12 часов работаю. И, ну, соответственно, все равно, даже пусть я не супер каменщик, это все, считайте, тоже же сюда входит. Привезти, строполить, ну, надо же расставить, замешать, подготовить, бетономешалка, нитки. Потом, это еще я внизу делаю, ребят, внизу. Сейчас начнется леса, подъем блоков наверх, перемычки, да, вот это все. Представьте, сколько работы. Сейчас будет в 2 раза еще больше работы, времени. Работы, может, и не в 2 раза, но времени будет уходить очень много. Я сегодня с утра доложил, вот, ребят, вот с утра вот. В 10 часов я начал, потом дела были. Доложил вон там один. Вот здесь выложил 4, и вот здесь вот выложил тоже 4. Ну, 10 штучек положил, 10 кусочков. Поставил угловые, сетку положил, и блоки расставил, у меня 3 часа ушло. Представьте, 3 часа у меня ушло на это все. Я не сидел. Клянусь, я не сидел. 3 часа ушло. Вот представьте, сколько я заработал вот за эти 10 штучек по кубатуре. До 200 рублей. Представьте, 40 тысяч, представьте, сколько должен делать каменщик в день кубометров, чтобы он зарабатывал хотя бы 80 тысяч в месяц, ему надо зарабатывать 4 тысячи в день, да, 4 тысячи в день, одному, без подсобника, что подсобника еще тоже ему зарплату наработать, тоже сколько он должен денег зарабатывать. Представьте, то есть эти вот 40 тысяч, да, я должен дом за 10 дней был построить, ну, 4 тысячи в день, если вся кладка по 1,5, 26 кубов, 40 тысяч, я за 10 дней, я уже работаю 7, то есть мне еще 3 дня, и я типа должен сделать это все. Представьте, какая цена несправедливая, да? Это вообще надо тогда, получается, за квадрат брать. И что проще? Положить квадрат плитки за 1500 или куб, ребята, вот куб стоит, поддон, вот поддон, это куб керамзитоблоков, то есть его надо разгрузить, замешать, расставить, положить сетку, выложить его, натянуть нитки, все по уровню, леса поставить, все. Тоже 1500, представьте, потому что у соседа кладут по 1400, представьте. Что он заработает? Плюс моя бетономешалка, моя тачка, полностью мой инструмент, да я просто его буду убивать здесь, ничего при этом не заработаю. Почему я не работаю каменщиком? Потому что в городе цена сбита на кладку, и это нереально. То есть получается, если здесь, я примерно думаю, что вообще при нормальной работе, при нормальном подходе, если здесь даже одному работать, мне еще надо как минимум 2 недели. То есть я должен за 3 недели месяц. То есть это получается в 2 раза больше, то есть 80 тысяч я должен получить, да? Даже не месяц, не 20 рабочих дней, ну пусть будет 20 рабочих дней, тогда будет 80 тысяч. И получается, если 26 кубов на 80 тысяч, это больше 3500 за куб. И то я только выйду в ноль. Я еще не плачу за бензин, что я сюда приехал, ребята. Я здесь живу, представьте. Перчатки мои, представьте, это же все расходники. Все же расходники. То есть это я только вообще, это чтобы просто, ну, покушать. Просто покушать, все будет убиваться, все будет умирать. Плюс спецодежда, ребят, она тоже портится. Здесь зацепился и все такое, понимаете. Плюс маски, очки, шлифмашинка, диски алмазные. Ну ладно, там диск клиент купит. Представляете, 3,5 это мало. Мало 3500 за куб. Блин, ребят, если вы согласны класть за 1500 и под моим руководством я покажу, как вот так же, пожалуйста, приходите, я отдам 1500. Я отдам 1500, если вы мне выложите вот такой вот поддон. Прям вот сразу же наличкой. Представляете? Ну просто, если я их позову сюда, у них своя технология, пустошовка и все остальное. Они не парятся, они не натягивают нитки там и все такое там. Они вот идут и идут, им без разницы, понимаете? Только за счет этого можно выиграть в скорость. Все, плюс поддоны. Это опять же техника безопасности нарушается и все остальное. Ну, это моя позиция личная позиция. Блин, ну не знаю, мне кажется, что нормальный каменщик адекватный придет и скажет: не за куб, за квадрат. У тебя здесь 90 квадратов, друг мой. Как минимум мне 1000 за квадрат скажет. Ну, то есть получается 90 тысяч. Это минимум, а то еще скажет вообще 1,5 за квадрат. То есть вообще куб тогда выйдет 4,5. Представьте. То есть вот такие цены, это еще адекватные цены. Расценки. То есть мне можно не называть там 2000, ты что, они дорого берут, 2000 за куб. Ребята, как это, приехал к клиенту, он говорит, вот это надо сделать. Я говорю, называю ему цену, он, ого, ничего как дорого, что тут делать-то? А что звонил-то? Взял бы сам и сделал. Если что тут делать-то? Вообще, понимаете, попробуйте сами.
Попробуйте, вот просто попробуйте, 22 килограмма блок, просто поставьте его на стену, даже вот поднимите и поставьте его на стену. Это, блин, очень тяжелая работа, потому что у него края очень острые. Перчатки, я перчаток уже штук 20 убил, однозначно. У меня, вот смотрите, вот у меня пальцы, руки, видите какие, не подстригаю ногти, видите, котику, все в кремом мажу постоянно, потому что все сохнет, подстригать ногти нельзя, потому что под ногтями все порвется сразу, будет все болеть. Ни в коем случае, это очень опасно, не подстригайте ногти. Во время, когда работаете накладки, ногти не подстригайте, потому что у вас оторвется ноготь от кожи, он будет тянуть, все такое. Ну, то есть, получается, если бы все клали по 1500 такие дома, да, что 40 тысяч, а фундамент сколько за куб? 2000 за куб, 30 тысяч фундамент, 40 тысяч стены и крыша 50, да? 40, 30, 50, за 120 тысяч мы тебе дом построим. Так получается. Ну ладно, продолжаем, ребят. Сейчас чуть попозже, когда сейчас время час. Друзья, времени 5:30. Вот я начал практически в 10 утра, угловые там выставил, там чуть-чуть доложил, да. 5:30, ну 5:30 я начал уже, когда эти блоки угловые стояли. Вот смотрите, 5:30. За 4 часа. И вот здесь я остановился. Мне еще целую сторону 6-метровую, 6,50. И здесь еще 8 метров мне еще надо выложить. Ну, минус окна, конечно, но это все резко еще. Я думаю, часа 2 еще уйдет. Это будет 7:30. Вот, считайте. 7:30, 7:30. 6 часов. 6 часов куб. За 6 часов я выложил куб. Представьте, за 6 часов. 2000 куб стоит в Тюмени, самое дорогое. То есть я 2000 заработал. Если 22 рабочих дня, я 44 тысячи буду получать. Каменщиком. Со своим инструментом. Нормальная тема, да? Это я еще не на лесах. Еще со своими лесами я должен буду приехать куда-то на объект. Со своими лесами. Со своим подъемником. И буду вот зарабатывать бешеные бабки. Так что все индивидуально, ребята. Все индивидуально. То есть, если вам кто-то скажет 5000 за квадрат, не удивляйтесь. Все зависит от человека, от работ. От вида работ. От тяжести, от инструмента. От всего, от всего, от всего. Так что договаривайтесь сами. У бетономешалки кнопка сдохла. На Озоне 850 рублей стоит. Вот представьте, я сегодня 2000 заработал в закладку. И мне кнопку надо к бетономешалке за 850 рублей купить, ребята. Так сколько же стоит куб кладки, а? Да, конечно, твоя такая кладка, ты вон каждый блок уровнем смотришь. А я говорю, а чем отличаются кладки? Ну, кладка керамзитоблока, она подразумевает же себя блок по уровню, ну, более-менее, и плюс раствор надо же намазать, ну, и весь процесс. Да ты чё там, кто там смотрит, там, вон я видел, там лопатами, тяп-ляп, там даже уровня нету у них. Ну, такая кладка, может быть, и стоит 2000.